Мое имя Аминхотеп. Я прожил долгую и счастливую жизнь. Но вот Ба покинул меня. Я умер. Ба означает душа, жизненная сила. 70 дней спустя меня из бальзамировочной мастерской перенесут в вечное жилище. Я удалюсь в Дуат и стану Осирисом. В древнейшие времена с Осирисом отождествлялись только умершие фараоны, но позже Осирисом считался уже любой умерший египтянин. К его имени прибавлялось имя верховного загробного бога. Теперь мое имя Аминхотеп Осирис. Но это будет лишь через 70 дней. Ведь Исида, Нефтида и Анубис ровно 70 дней собирали по частям и восстанавливали разрубленное тело великого бога. И с тех пор число 70 стало особенным числом, которое управляет землей и небесами. Слеза Исиды, Сириус, самая яркая звезда. По убитому мужу каждый год опускается в преисподнюю за западным горизонтом и через 70 дней вновь появляется на востоке, знаменуя начало Нового года, разлив Нила и весеннее воскресение природы, подобное воскресению из мертвых Осириса в мое время. Первый восход Сириуса на широтах Египта совпадает с днем летнего солнцестояния. А пока что мои родственники должны облачиться в траурные одежды и оплакать меня. Я отныне Осирис, поэтому мой сын до окончания похоронного ритуала должен стать гором, а моя жена и сестра Исидой и Нефтидой. После оплакивания мое мертвое тело на погребальной ладье перевезут на западный берег, в дом золота, мастерскую бальзамировщиков. Бальзамировщиков 5. Самый главный из них — Анубис. Ведь жрец в маске шакала становится Анубисом, точно так же, как умерший я Осирисом, а мой сын Гором. Анубису помогают 4 загробных богов. Хапи, имеющий голову павиана, шакалоголовый Дуамутеф, Кебехсенуф с головой сокола и Имсет с человеческой головой. За 70 дней боги-бальзамировщики изготовят из меня мумию. Сперва они омоют тело нильской водой, и тело станет священным сах. Затем, изгнав из дома золото Парасхита, преступно вскрывшего сах ножом, Анубис и его подручные извлекут мои внутренности и опустят их в канопы, погребальные сосуды, наполненные отварами из целебных трав и различными снадобьями. Канопы сделаны в виде статуэток Хапи, Дуамитефа, Кебехсенуфа и Имсета. Закрыв канопы, боги-бальзамировщики обработают тело сах снадобьями из благовоний и трав и туго запеленают его матерчатыми бинтами. Эти бинты изготовил бог ткачества Хедихати из слез богов по убитому Осирису. Мои родные и близкие должны бдительно проследить, чтобы все обряды были строго соблюдены. Ни один ритуал нельзя нарушить, ни одно магическое заклинание нельзя забыть, иначе мой Ка будет жестоко оскорблен, небрежением к себе и не простит обиды. Мой Ка станет злым демоном и будет преследовать мой род, насылая на потомков несчастье. Ка — это двойник, аспект личности человека, пронизывающий его дальнейшую судьбу. Если покойный был беден, его мумию положат в простой деревянный гроб. На стенках гроба с внутренней стороны должны быть написаны имена богов, которые воскресят умершего и проводят его в Дуат, а на крышке мольба к владыке мертвых Осирису. «О ты, Унифер, благой бог, дай же этому человеку в твоем царстве 1000 хлебов, 1000 быков и 1000 крус
один из эпитетов Осириса. Через 70 дней погребальная процессия, оглашая западный берег Нила, плачем и стонами подойдет к гробнице. Эту гробницу я купил много лет назад, чуть ли не в молодости, и с тех пор всю оставшуюся жизнь обустраивал это свое вечное пристанище, готовясь переселиться сюда. Греки говорили, что жизнь египтянина состоит из приготовления к смерти. Свою гробницу я строил при жизни. За очень высокую плату я нанимал камнетесов, песцов, скульпторов и художников, которые украшали стены гробницы рельефами, надписями, содержащими различные заклинания, высекали статую для Ба и статуи богов, которые должны охранять саркофаг, изготавливали всякую утварь. Все, что мне понадобится в Дуате: амулеты, одежды, оружие и папирусы со священными заклинаниями. У входа в гробницу погребальную процессию будут ждать боги Дуата. Деревянный гроб опустят на землю, и над моей мумией совершат последний обряд — отверзание уст. Этот обряд символизирует и повторяет великое событие, некогда произошедшее на земле — приход Гора к мумию Осириса, как в те далекие времена, когда Гор дал отцу проглотить свой исцеленный глаз, и Осирис восстал из мертвых, как и теперь. Гор, жрец в маске сокола, коснется губ моей мумии волшебным жезлом с наконечником в виде головы барана. В этом наконечнике находится Ба, так что обряд отверзания уст вернет мне мой Ба и воскресит меня для жизни в Дуате. Если умерший был богат, то жрецы, завершив все похоронные ритуалы, отнесут его гроб в усыпальницу и опустят в каменный саркофаг. У южной стены погребальной камеры поставят канопу, изображающую Инсета. У северной Хапи, у восточной Дуамутефа и у западной Кебехсенуфа. Вход в гробницу опечатают печатью некрополя, завалят камнями, засыплют щебенкой, дабы грабителям было не найти лазейки, и удаляться, навеки оставив усопшего наслаждаться покоем. А если египтянин был беден, и ни каменного саркофага, ни гробницы у него нет, то деревянный гроб или тело, завернутое в циновку, положат в яму неподалеку от богатого погребения, и ка усопшего сможет питаться жертвами, которые будут приносить богачу. И вот наступил день возвращения Ба к моей мумии. Ба на крыльях влетел в гробницу и опустился у западной стены, около магического изображения двери в потусторонний мир. Сквозь это изображение навстречу Ба выходит двойник Ка. По их зову к моему саркофагу собираются боги. Торжественно воздев руки, они произносят волшебные заклинания, и я восстаю из мертвых. Воскресший я — это одновременно и двойник Ка, и загробное тело. Причем тело и мумия не одно и то же. Тело путешествует по загробному миру и предстает перед Осирисом на суде, а мумия остается лежать в саркофаге. Свершалось, наконец, событие, к которому я готовился всю свою жизнь на земле. Шаг вперед, и сквозь магическое изображение двери я вступаю в потусторонний мир. Сразу же за дверью высится каменная громада ворот. Первые врата в царство Осириса. Два привратника, два чудовищных змея преграждают мне дорогу и требуют, чтобы я назвал их имена Рен. Откуда я мог знать имена стражей Дуата? Еще из прошлой жизни земной я должен был прочесть книгу мертвых, священный папирус, где загробное царство подробно описано, и даже есть цветные картинки с изображениями загробных сцен и нарисованы карты потустороннего мира. В книге мертвых перечислены имена стражей и демонов и заклинания, которые нужно знать, чтобы благополучно миновать все преграды. Записаны в точности, так как положено произнести слово в слово.
Ни звука нельзя добавить или убавить заклинание, иначе оно потеряет силу. Но выучить все волшебные слова труднее, чем запомнить иероглифы. Поэтому в саркофаг мне вместе с амулетами положили папирусный свиток с записью книги мертвых. Ведь я мог что-то забыть или заблудиться в дуате без карты. А самые важные заклинания высекали еще и на саркофаге, и на стенах погребальной камеры. Многоликий и следящий за огнем. «Вот ваши имена», — ответил я, и змеи-притворники открыли врата. Прежде чем войти в загробное царство, я остановился в проеме ворот и сказал, обращаясь к Осирису: «О великий владыка Дуата, я пришел к тебе, дабы обрести в твоем царстве блаженство и покой. Сердце мое безгрешно, пусть же великий Ра осветит мне путь». За вратами начинались две извилистые тропы. Обе они вели к чертогу двух истин. Надо было только выбрать одну, любую, и в обоих случаях путь предстоял нелегкий. Тропы разделяла огненная река, бешено ревело пламя, сверху на голову сыпались раскаленные угли, душил и выедал глаза ядовитый дым. Чтобы не задохнуться, я имел при себе амулет с изображением бога воздуха Шу. По берегам реки обитают чудовища и гигантские змеи. Пройти по тропе мог только тот, кто знал их имена, правильно произносил заклинания и имел при себе талисманы, спасающие от бед и опасностей. За рекой тропинки вновь смыкались. Здесь дорога упиралась во вторые врата. Чтобы облегчить умершим странствие по Дуату, боги создали там ариты, тихие безопасные уголки в гротах и пещерах. Ни змеи, ни скорпионы в ариты не заползали. Там журчала родниковая вода, было светло и легко дышалось. В арите я мог отдохнуть и набраться сил для дальнейшего путешествия. Но войти в блаженный уголок мог, конечно, не всякий, а лишь тот, кто знал волшебные заклинания и имена всех демонов, стоящих на страже. Миновав все ворота, я наконец достиг цели своего путешествия — великого чертога двух истин. На пороге чертога меня встретил Анубис. «Приветствую тебя, великий среди богов загробного мира. Я пришел к тебе, господин мой». Шакалоголовый бог подземелья величественно хранил безмолвие. Выслушав мое приветствие, он взял меня за руку и повел в зал, где вершился суд. Мы шли мимо статуй и мимо колонн, обвитых живыми змеями. Из темноты навстречу нам то и дело выползали чудовища, и, оскаля пасти, сурово требовали назвать их имена. Ответ должен был держать я. Анубис безмолвствовал и ждал. И вот открылись последние двери, и я вслед за Анубисом вступал в зал суда. Здесь в тишине и торжественном полумраке восседали боги-судьи, две Энеады богов, великая и малая. Греческое слово «Энеада» соответствует египетскому «Песеджет» — девятка. Однако в великую Энеаду входило 11 богов, а в малую 42. Девятками они назывались, потому что считалось как бы загробными двойниками великой девятки богов города Ину. По образцу гелиопольской девятки в других городах Египта также создавали свои местные девятки богов. Перед каждой из двух Энеад я должен был держать ответ за свои земные дела. Дважды должен был доказать, что все мои клятвы безгрешны, не лживы, а истинны. Поэтому зал суда и назывался чертогами двух истин. Великая Энеада, в которую входили Ра, Шу, Теф, Нут, Геб, Нут, Нефтида, Исида, Гор, сын Осириса, Хатхор, Ху и Сиа, начинала мой допрос. «Кто ты? Назови свое имя». Я назвал себя. «Откуда ты прибыл?»
я назвал город, в котором жил. Когда допрос заканчивался, перед Великой Иньядой выступали свидетели Месхент, Шаи и Ба. Они рассказывали, какие я совершал в жизни хорошие и какие дурные поступки. Выслушав свидетелей, боги Великой Иньяды повернули головы и в упор смотрели на меня. Я трепетно устремлял взгляд им навстречу, надеясь по лицам судей угадать, милостивы они ко мне или суровые, но бесстрастны были лики богов. Я, опустив глаза, замирал в покорном ожидании. «Говори о себе!» Это приказывал сам Ра. Я, подняв правую руку в знак того, что клянусь говорить только правду, оглашал перед судейской Иньядой свою оправдательную речь, исповедь отрицания. Я не совершал несправедливостей против людей, я не притеснял ближних, я не грабил бедных, я не делал того, что не угодно богам, я не подстрекал слугу против его хозяина. Так я перечислял 42 преступления, клятвенно заверяя богов, что ни в одном из них я не виновен. А судьи по-прежнему были бесстрастны. Я тщетно заглядывал им в глаза в надежде угадать свою участь. Следовал приказ повернуться лицом к Малой Иньяде и произнести вторую оправдательную речь. И опять, называя по имени каждого из 42 богов Иньяды, я перечислял 42 преступления, заверяя, что я ни к одному не причастен. 2 исповеди оглашены. Я уверял богов, что каждое мое слово правда, но действительно ли не было в моих речах лжи? Люди искусные притворщики, самую бесстыдную ложь они умеют произнести, глядя в глаза, с бесхитростным лицом поклясться именем Ра, и ни один мускул не дрогнет, только сердце заколотится чуточку быстрее. Но ведь сердце не увидеть сердце земным судьям, а судьи загробного царства видят все. Весы истины решают мою судьбу. Анубис берет мое сердце и кладет его на чашу загробных весов истины. Сама Маат, богиня справедливости, правды и правосудия, владеет этими весами. На другой чаше ее перо, символ истины. Если сердце оказывается тяжелее или легче пера, и стрелка весов отклоняется, значит, умерший солгал, произнося какую-то клятву. Чем больше было лживых клятв, тем большую разницу между весом сердца и истиной показывали весы богини. Умерший в отчаянии падал на колени, моля о пощаде. Но боги были безучастны к столь запоздалому раскаиванию. Имя грешника объявляли несуществующим, а сердце отдавали на съедение богине Аммат, пожирательнице, чудовищу с телом гиппопотама, львиными лапами и пастью крокодила. Аммат с чавканьем поедала греховное сердце, и умерший лишался жизни, теперь уже навсегда. Если же чаши оставались в равновесии, покойного признавали оправданным. Великая Иньяда торжественно оглашала свое решение даровать ему вечную жизнь. И бог тот записывал имя египтянина на папирусе. После этого Гор взял меня за руку и повел к трону своего отца, владыки преисподней Осириса. Во все время суда Осирис молча наблюдал за происходящим. Он не принимал участия ни в допросе, ни во взвешивании сердца, а только освещал весь ритуал своим присутствием. Меня торжественно проводили мимо, и вот я отправлялся к месту своего вечного блаженства, в поля Иалу, поля камыша. Сопровождал меня туда бог-покровитель Шаи. В полях камыша меня ждала такая же жизнь, какую я вел на земле, только без земных тревог, горестей, нужды и забот. 7 Хатхор, Непри и другие боги обеспечили меня пищей, сделали мои загробные пашни плодородными, скот тучным.
чтобы я мог наслаждаться отдыхом, чтобы не пришлось своими руками обрабатывать поля и самому пасти скот. В гробницах в специальных ящиках оставили деревянные или глиняные фигурки Ушетби. Слово Ушетби означает «ответчик». 6 глава книги мертвых рассказывает о том, как заставить Ушетби трудиться. Когда в полях камыша боги позовут меня на работу, человечек Ушетби должен вместо меня выйти вперед, откликнуться и беспрекословно исполнить работу, которую ему поручат. Я жил честно и умер честно, получив от богов достойную жизнь после смерти.